Вы нанимаете крутых консультантов или создаете у себя в компании проектный, а может быть процессный офис. Набираете в штат 3-5 специалистов по BPMN. Вся компания погружается в новый проект. Деньги вложены. Еженедельные отчеты и презентация о ходе реализации этого грандиозного проекта летят к руководству. Консультанты и сотрудники год рисуют вам схемы в BPMN Studio или подобных программах. Красивые кубики со стрелочками и 100-500 схем. По итогу вы платите миллионы консультантам или своим сотрудникам, тем самым специалистам из проектного офиса, за этот внутренний проект по оптимизации бизнес-процессов. Проходит год после рисования кубиков. И вы мне скажите, только честно, пожалуйста, после закрытия BPMN проекта хоть раз кто-то в вашей компании открывал эти бизнес-схемы? А процессы начали выполняться так, как это было отрисовано по методике BPMN? Если нет, добро пожаловать. Сегодня я расскажу, почему даже самый гениальный инструмент не дает результата, если не понимать одного простого секрета. И дело не в инструменте BPMN. Дело в том, когда и зачем вы его применяете в своей компании. Есть определенный период, когда BPMN действительно нужен, будет использоваться сотрудниками, и он принесет пользу для развития вашего бизнеса. Но если вы начинаете внедрять его раньше срока зрелости в компании для таких инструментов, будет крах, потеря денег на проекте, озлобленные сотрудники. И что хуже, компания станет работать еще хуже, чем до старта проекта BPMN. А больше всех расстроятся эти 3-5 сотрудников процессного офиса или проектного. Скорее всего, если они профессионалы, то уволятся еще до завершения проекта. А остальных по окончанию проекта уволите вы сами. И сильнее всех расстроится собственник, потому что потерял деньги и еще 1 год на модные игрушки менеджмента. Сегодня я поясню, когда можно и нужно использовать BPMN метод, для чего вообще этот инструмент и какова его основная цель, где он приносит реальную пользу бизнесу или компании. Давайте разберемся, что же такое BPMN на самом деле. Это не система управления, как все думают. Это даже не методология улучшения процессов в компании. BPMN – это язык, как английский или китайский. Это стандарт общения между бизнесом и IT, айтишниками в простонародье. Зачем он нужен? Чтобы бизнес-аналитик мог объяснить программисту, как должна работать программа, чтобы программист не сказал: «Я не понял, что вы хотите». BPMN отлично решает эту задачу. Он позволяет, первое, визуализировать операцию, второе, стандартизировать описание, третье, найти явные ошибки в последовательности действий бизнес-процессов, и четвертое, передать техническое задание в IT-службу. И все. На этом его миссия заканчивается. Это нормально. Молоток не должен варить суп, а BPMN – управлять компанией. У каждого инструмента есть свое предназначение. Но почему же тогда компании платят миллионы на такие инструменты, а результата нет? Причина первая. Описание ради описания. 90% компаний рисуют процессы, чтобы было. Чтобы консультанты оставили толстую папку. Эту папку никто никогда не откроет. Это просто ритуальный процесс ради процесса. Причина вторая. Оторванность от реальности. Очень часто процесс описывают так, как должно быть по мнению начальника того подразделения, в котором описываются бизнес-процессы. Но сотрудник Иванов из бухгалтерии не может так работать, потому что у него нет доступа к системе или данным. Схема, конечно, красивая, эти кубики и стрелочки, а в жизни все по-старому. Причина третья. Нет метрик. Вы нарисовали процесс согласования договоров. А сколько времени он занимал раньше и сколько стал занимать сейчас, никто не знает. А сколько это стоит в деньгах, где узкое место, если вы это не измерили, вы ничего не улучшили. Это просто рисунок из кубиков, опять же, и стрелочек. Причина четвертая. Нет исполнения. Схема Visio или в бизнес-студии, которая стоит много миллионов рублей, не заставит Петрова из отдела продаж нажимать нужные кнопки в нужное время. Процесс не работает сам по себе. Красивая схема – это просто чертеж. Наличие чертежа не делает дом теплее. Но заметьте, я не говорю, что чертежи не нужны. Чертежи нужны. Но сначала архитектура и фундамент, на котором будет строиться ваша система или там BPMN бизнес-процессы. А потом чертежи. BPMN здесь вообще ни при чем. Это мы, управленцы, виноваты, что используем его не по назначению. А теперь давайте включим производственную логику. Представьте, что вы делаете сложный станок. Вот у нас расточной станок. Я нарисовал
станину, шпиндель, вот само изделие, вот станочник, пульт управления. И уровень 0 – это нулевая сборка. Это главная рама станка, на которой держатся все механизмы. Это ответ на вопрос, а зачем мы вообще делаем этот станок и для каких операций. Так и в бизнесе. Вы сначала определяете, кто ваш клиент, это ваша стратегия и миссия. Уровень 1-2 – это сборочные единицы этого станка. Крупные узлы – двигатель, трансмиссия, система управления, ЧПУ. В бизнесе ваши основные блоки архитектуры управления, функции, необходимые, чтобы бизнес работал как слаженный механизм. Это продажи, производство, закупки, логистика, финансы и другие подразделения. Ну и уровень 3-4 этого станка – это детали. Это ваши отделы, конкретные люди, основные управленческие процессы. Это планирование, финмодель, операционная деятельность. И вот только наши уровни 5 и 8 – это операции и переходы. Это те самые винтики, шайбочки и движения расточника, чтобы работал этот станок. Это и есть методики BPMN. То есть, по сути, в компаниях все занимаются, да, как должен двигаться этот расточник и какие кнопки где нажимать, какие операции, переходы делать. И как зажать фрезу или сверло или резец в шпинделе. А теперь вопрос. Можно начинать собирать станок с 5-8 уровня? Это вот наш станочник, зажим шпинделя, резца и его переходы и нажатие кнопок. Может быть, сначала мы начнем с другого, с архитектуры управления. Для чего этот станок? Сначала вы проектируете архитектуру всего станка как космическую ракету, стыкуете крупные узлы, а потом уже занимаетесь винтиками, а не наоборот, как сейчас, когда все помешались на BPMN методе, веря, что внедрив эту методику, в компании появится управляемость и повысится эффективность. Нет, не появится. Вы сами многие это уже проходили и проходите. Я не говорю, что винтики не важны. Без винтиков на станок резец не установишь. Но начинать сборку станка с винтиков – это путь к катастрофе. И в вашем бизнесе то же самое. Сначала рама, потом узлы, потом детали, только потом винтики. То, что сейчас продают под видом оптимизация бизнеса или компании через BPMN, это попытка наточить винтики в станке, у которого даже рама не сварена. И вообще непонятно, что это за станок. Токарный, фрезерный, расточной. Винтики, конечно, будут идеальными, но станок даже работать не будет. Он клином встанет. Так и ваши процессы в компании могут стать клином. Вот, кстати, официальное определение BPMN. Что это вообще такое? Оно доступно каждому в интернете. BPMN – это бизнес-процесс модель нотация. Да? Что это значит? Это стандартизированная графическая нотация для моделирования бизнес-процессов. Это визуальный язык, позволяющий организациям создавать подробные схемы своих рабочих процессов, делая их понятными для всех участников, от рядовых сотрудников до высшего руководства и IT-специалистов. Нотация разработана ОМГ, это Object Management Group, в 2004 году. Это консорциум, занимающий разработкой и продвижением объектно-ориентированных технологий и стандартов. И какие еще они разработали технологии, кроме BPMN? Да? Это UML, язык графического описания, и другие программные какие-то продукты. Это чистый инструмент для общения между бизнесом и IT-специалистами, для программирования и автоматизации бизнес-процессов 5-8 уровня управления. Поэтому сначала строим нулевой, 1, 2, 3, 4 уровень, и только тогда начинаем запускать проекты BPMN. А не сначала, как это делают сейчас. Сначала BPMN, не поняв, а какой вообще станок делаем, расточной, фрезерный, как он вообще собирается и для каких целей. И это вижу в 2005-2026 году во многих компаниях России. Это прям плотно этим BPMN сейчас занялись. Остановитесь, пожалуйста. Всему свое время. BPMN должен внедряться, когда уже все предыдущие 5 уровней управления выстроены. Поэтому советую делать вам правильно. Стройте архитектуру управления, а потом уже на нее сможете установить это модные игрушки менеджмента. BPMN – это гениальный инструмент. Я сам его использую, когда мы доходим до нужного этапа по построению системы управления в компании. Но он работает только тогда, когда у вас уже есть архитектура управления бизнесом. Когда вы знаете, как связаны ваши продажи с производством, а производство с деньгами, когда у вас выстроены несущие конструкции здания.
Если этого нет, BPMN превращается в красивую игрушку. Вы в нее поиграете 3-6 месяцев и забросите. Не потому что BPMN плохой, а потому что ему не на что опереться. Вы начинаете клеить красивые, дорогие, хайповые обои на картонные стены вашей системы управления. Хотя еще нет крепкого фундамента и несущих стен, а это архитектура управления. А потом многие удивляются, почему их картонный домик сложился. Вспомните сказку про 3 поросят. Там то же самое было. Первый Ниф-Ниф. Он сделал домик из соломы, Нуф-Нуф из веток и тонких прутьев, а Наф-Наф из камней и глины с тяжелой дубовой дверью. Конец сказки вы все знаете. Также и с BPMN. Поэтому не начинайте с винтиков, соломы и картона. Начинайте с архитектуры управления вашим бизнесом, с нулевой сборки. И это первый ролик из моего нового плейлиста «Модные игрушки менеджмента». Мы разберем с вами бережливое производство и ПСР, где оно реально нужно, а где превращается в показуху. Проектное управление PMBOK, почему оно гениально для проектов, но убивает операционное управление в компаниях и бизнесе. ERP-1S, когда автоматизация дает результат, а когда только быстрый хаос. Цифровизацию и трансформацию, куда уходят миллиарды и как это избежать. А в финале я расскажу, как выглядит настоящая архитектура управления, которая позволяет собственнику уехать в отпуск и не думать о своем бизнесе. А пока подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски, и напишите в комментариях, с каким инструментом у вас связан самый болезненный опыт. BPMN, Lean, ERP. Мне правда важно знать ваши боли. А если хотите прямо сейчас понять, с чего реально начать настройку вашего бизнеса, или захотите разобрать именно вашу проблемную ситуацию, которую уже давно не можете сами решить, пишите мне в Telegram, ссылка в описании канала. Проведем личный аудит управленческих процессов вашей компании или откроем полномасштабный проект по проектированию и внедрению вашей архитектуры управления. Как раз построим первые 4 уровня для управления вашей компанией и бизнесом. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!